Чтобы попасть в Decentraland, надо завести кошелек для криптовалюты MetaMask. Это бесплатно. Для этого нужно зайти на сайт MetaMask и нажать несколько кнопок. Установилось расширение. Если лисички не видно, нужно нажать на пазл и прикрепить ее к панели. Теперь регистрация. Важно сохранить секретную фразу на бумаге, а лучше в нескольких местах. Она нужна, чтобы входить в свой криптокошелек. Все. Теперь можно входить в Decentraland. Get started. Play using your wallet. Создание персонажа, и ты в мире. Decentraland — это не просто игра, а замаскированная под игру финансовая система. Здесь есть собственная криптовалюта — Mana. Ее можно получать в игре и выводить. Все криптовалютные метавселенные работают на NFT. NFT — это Non-Fungible Token, невзаимозаменяемый токен. Объясню, что это значит. Любая криптовалюта, биткоин или Mana — это Fungible Token. Одна мана всегда равно одна мана и может быть заменена другой одной маной. Одна мана не уникальна, как и биткоин. Один биткоин, потому что есть другой один биткоин. NFT не взаимозаменяемые. Одно NFT не равно другому, потому что они имеют разную стоимость и разные картинки. Картинки, кстати, не так важны. По сути, NFT — это контракт на получение криптовалюты от другого пользователя, а картинка — просто фантик. В Decentraland NFT — это wearable, 3D одежда или аксессуар, который может быть надет персонажем или продан на маркете за Mana. Так как количество NFT ограничено, их стоимость растет со временем. Люди скупают все дешевое, и остается только дорогое предложение. Вся суть в том, чтобы загробастать где-нибудь какую-нибудь кофту и продать ее за бабки. Есть несколько способов. Мини-игры, раздачи, перекуп и создание собственных wearables. Сейчас по всем пунктам. Мини-игры — это особые места в Decentraland, где можно получить wearable. Уделив немножко времени, рассмотрим первое и самое популярное — Wondermine. Во вкладке Explore находим Wondermine и жмем Jump In. Это место создано для выработки NFT. Любой желающий может прийти сюда и скрафтить wearable за ресурсы. Ресурсы добываются из метеоритов, падающих с неба. Для начала советую подойти к статуе к статуе и забрать Свой бонус! бонус. Это монетки. Это еще не валюта, а один из ресурсов.
Он нужен, чтобы вскрывать метеориты. Вскрытие одного метеорита стоит 5 таких монеток. Разбив метеорит, персонаж получает ресурсы. Чтобы посмотреть инвентарь, надо кликнуть на сумку в правом нижнем углу. Также здесь есть состояние кирки. Она ломается со временем. Чтобы восстановить кирку, нужно подойти к аппарату фиолетовому и нажать влево. Это стоит монеток. Если пролистать вправо, можно найти другие кирки. Они добывают больше и стоят сколько-то ресурсов. Дальше вправо есть wearables. Они продаются за ресурсы. Чтобы покупать здесь NFT, надо просто каждый день добыть из метеоритов 100 монеток тратить, в общем, и прокачивать кирку. Следующая популярная мини-игра — это гольф. Здесь нужно нажать логин и кнопку подписать в MetaMask. Система почти такая же. Есть монетки, их можно получать в тренировке. За эти монетки участвуешь в компетишн, и за это получаешь сиреневые билетики. Чтобы забрать выигрыш, нужно нажать Open All на одном из мониторов. Мониту. Кнопка «Телепорт» отправляет в магазин, где за билетики можно получить NFT Wearable. Все. По моему опыту, первую NFT быстрее получить, играя в гольф. 200 билетиков делаются меньше, чем за день. Еще в мини-играх есть казино. Но там не заработать без капитала. Дальше раздачи. На сайте Decentraland есть вкладка Events. Здесь записаны все мероприятия в Децентраленде. На большинстве из них идет раздача NFT. На нее надо успеть. Поэтому лучше следить за таймером и знать, когда начнется ивент. Нажимаем Jump In, и персонаж попадает в место, где происходит раздача. Надо найти поп. Поп — это как бы цифровой маркер, ярлык. Получившие его участвуют в раздаче Wearable. Поп может просто стоять где-то в виде чего угодно, чаще вот такой контейнер, либо быть спрятанным, или даваться за мини-игру, везде по-разному. Большинство моих wearables именно с Events. Я постоянно слежу за временем и появляюсь на всех Events. Это быстрый способ получить wearable. Еще один быстрый способ
перекуп. Но для него потребуется некоторое количество мана. Вкладка Marketplace – это магазин Wearables и других NFT Децентраленда. О других NFT позже. Нажать Start Browsing и Collectibles. Здесь можно покупать Wearables дешевле и перепродавать дороже. Стоимость вещей указана в мана. Курс мана можно посмотреть в интернете. Перекуп может быть эффективен, но только если мана уже есть, ее достаточно много. Как создать свой wearable и загрузить? Для этого понадобится 3D-программа. Я использую Blender. Надо скачать скелет персонажа на GitHub. Ссылка в описании. И импортировать его в Blender. Эту маску можно удалить. Теперь создаем или загружаем wearable и привязываем к скелету. Кликнуть по модели с Shift. Ой, нет, не так. Кликнуть по модели и с Shift нажать по скелету. Выбралось 2 объекта. Чтобы их примагнитить, нужно нажать правую кнопку мыши. Затем Parent и With Automatic Weights. Теперь модель натянута на скелет. Экспорт GLB с такими настройками. Во вкладках сайта Decentraland есть Builder. Заходим туда и в Collections. Здесь хранятся все созданные wearables. Чтобы загрузить, нужно нажать на плюсик и создать новую коллекцию. Затем зайти в нее и нажать New Item и перекинуть свой файл. Посмотреть wearable можно в Open in Editor. Здесь заполняются данные wearable, название, куда одевается и так далее. Также можно посмотреть wearable в игре. Для этого заходим в коллекцию и нажимаем See in World. Нужно сменить сеть в MetaMask на тестовое Ropsten и создать персонажа, когда предложат. Дальше можно посмотреть одежду. Публикация делается кнопкой Publish, но нужно выставить цены для каждого wearable в коллекции. Публикация стоит разное количество мана в зависимости от редкости предмета. Редкость выбирает создатель. Затем одежда пройдет модерацию. Теперь неупомянутые моменты. Технология NFT в Decentraland используется не только для wearables, но и для land. Land – это земля,
недвижимость в Децентраленде. Карта мира разбита на квадратики. Каждый можно купить и устраивать на своем участке, что вздумается. Но цена земли уже успела вырасти до $1000. Десятков тысяч долларов и сотен. И сотен. Одежда еще не выросла так сильно в цене. Не пили, блять, немножко осталось. Поэтому большинству покупка земли недоступна. Всей землей в мире кто-то владеет. Поэтому Децентраленд выглядит как-то разрозненно. Каждый сам решает, как будет выглядеть его земля. Свой участок можно строить в билдере. И последние имена пользователей. Никнеймы здесь тоже продаются. А теперь то, что будет интересно людям, смотрящим в будущее. Децентраленд DAO. Пока сложно сказать, что это такое в действительности, но похоже на децентрализованную Управительную платформу. Децентраленд дословно земля или мир без центра. Никто не управляет всем миром, потому что мир приватизирован кучей разных людей по кусочкам. На самом деле центр есть. DAO – это центр власти Децентраленда. Здесь каждый может предложить что-то. Например, поставить метку на карте в определенном месте, забанить пользователя, предложить изменения в мире, ввести правила и так далее. Остальные голосуют, и в зависимости от результата голосования принимается решение. Кто-то предлагает создать отдельный браузер для игры в Децентраленд, чтобы улучшить производительность. Можно проголосовать. Еще есть предложение ввести на Marketplace мебель. Недавно было принято решение увеличить стоимость размещения Wearable, чтобы не было много фигни. Теперь это стоит 100 мана. Я прогнозирую, что в Децентраленд введет архитектурные стандарты, и мир станет более гармоничным, и при этом останется таким же живым, как настоящий город. В детстве все мечтали об игре, где можно будет заходить во все двери и здания и общаться со всеми обо всем. Кажется, эта игра скоро станет реальностью.